Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Это будет, опять же, очень краткий видос. Я как-то, знаете, ударился в какие-то просто репортажные видосы в последнее время, потому что было много новостей про Бритни Спирс. И я думаю, что, пожалуй, стоит обсудить кратенько еще одну очень важную новость. Пожалуй, самую важную музыкальную новость этого года. Адель возвращается. Это уже не слухи, это не домыслы, это уже реальность. Причем случится это абсолютно в любой момент, начиная с сегодняшнего дня. Рассказываю для тех, кто еще не в курсе, вчера, 1 октября, в некоторых городах Эдинбург, Лондон, Берлин, плюс еще несколько локаций стали появляться загадочные надписи 30. Просто, без всякого контекста, просто цифра 30 проектирована на известные здания. Естественно, поклонники Адель заподозрили неладное, что это как-то может быть связано с певицей Адель, у которой, возможно, выходит альбом, и как раз-таки, возможно, он может называться 30. Было понятно, что это что-то серьезное и крупное, потому что просто так по всему миру не появляются абсолютно одинаковые надписи в одинаковом стиле. Одному из людей удалось словить работника, который стоял с прожектором в одном из мест. Работник, к сожалению, не знал, к чему это вообще, что он делает. Единственное, что он смог сказать, это то, кто его нанял делать эту работу. Это были Sony Music. Это звукозаписывающий лейбл, который занимается Адель. И сегодня все больше и больше количество городов вот охватилось этой цифрой 30. Я, по-моему, уже насчитал более 30 стран. И, конечно, некоторые стали делать фейки, какие-то фотошопы, но буквально 2 часа назад я сам вернулся из центра своего города, где я тоже увидел ту самую загадочную цифру 30. Огромный билборд у нас повесили прямо в центре города. Показываю видео. Поэтому я думаю, понятно, что связано это, конечно же, с Адель. Это очень такое красивое начало промоушена. Прям респект Sony Music. Понятно, что, ну, я знаю от инсайдеров, что в новый альбом Адель, в промоушен Sony Music вливает просто огромнейшие деньги. Это, конечно же, правильно, потому что, ну, в кого, если не в Адель? И в целом, опять же, рассказываю вам секретную информацию от инсайдеров. Неизвестно, какой будет лид-сингл. Один из инсайдеров говорит, что на альбоме будет длинная одна баллада на 6 минут. И опять же, возможно, завтра, 3 октября, состоится телевизионный такой предпоказ, то есть 30-секундный рекламный ролик возвращения Адель. Она так делала в прошлой эре, это в целом понятный шаг, чтобы привлечь аудиторию после такого вот тизера в виде цифр 30 по всему миру, потому что они ничего вообще не объявили, вообще, то есть просто ноль. Они просто повесили эти плакаты с одной цифрой 30. Однако это заставило уже говорить весь мир. Все музыкальные паблики, все музыкальные СМИ, большие журналы вроде Rolling Stones, Pitchfork и другие, все пишут про эти загадочные цифры 30, и все как бы понимают, с чем это связано, но опять же, мы все ждем официального заявления. Поэтому такое вот у нас сладкое предвкушение, крупнейшая артистка современности возвращается. Знаете, вот хочу еще пару слов сказать о том, чего жду лично я, потому что я абсолютно отдаю себе отчет в том, что Адель уже не повторит своего камбэка с Hello и альбомом 25, потому что я считаю, что такие вещи случаются единоразово не то, что в карьере исполнителя. То, что случилось у Адель, это, мне кажется, единоразовая вещь вообще в истории музыки, потому что я лично считаю сингл Hello величайшим камбэком вообще в истории музыки, потому что то, как это сделала Адель, как это все преподнесли, как это все сработало, какие были продажи. То есть, ну, если вы не знаете, сингл Hello побил абсолютно все рекорды по продажам, которые только мог побить сингл. Все. Продажи были просто феноменальные. Сейчас песни столько за год не продают, сколько Адель тогда продала за неделю. Поэтому я не думаю, что сейчас стоит ожидать такого. Но опять же, понятно, что это не будет какой-то дикий провал, потому что дикий провал по меркам Адель это будет, ну, самая успешная песня этого года в любом случае. Ну, вы понимаете. И мне почему-то кажется, что все будет в целом традиционно в качестве лид-сингла, но что-то вот мне подсказывает, что
на альбоме Адель все-таки будет более что-то, не то что танцевальное, более подвижное. Опять же, нас явно ждет крутой такой, знаете, мощный альбом про развод, потому что у Адель много чего в жизни случалось, она писала об этом великолепные песни, развода еще не было. Поэтому я думаю, в любом случае будет бомба абсолютная. И, опять же, рассказываю вам инфу инсайдеров, мы будем ждать первые коллабы в карьере Адель. Причем я прям неймдропинг сделаю. Один из коллабов, скорее всего, будет с Бейонсе, кумир Адель, в целом логично. И еще один коллаб Адель подготовила с Тейлор Свифт. Выйдет ли он на альбоме Адель, неизвестно, но коллаб у них точно есть, и он точно выйдет. Поэтому вот так осень вдруг резко стала очень интересной. Поэтому что вы ждете от Адель? Расскажите мне, пожалуйста, если кто-то попал на этот ролик. Жду, когда я смогу снять ревью на лид-сингл Адель. У меня, пожалуй, на сегодня все. Это все, что я, собственно, хотел рассказать. У меня больше инфы другой нет. Все ждем Адель. Спасибо за просмотр. Пишите комменты, подписывайтесь. Я никогда не прошу подписываться, но если мы соберем 500 подписчиков, то, по-моему, через месяц я смогу пользоваться YouTube-сообществом, потому что YouTube обновил свои правила. Поэтому вот, все. Всем спасибо. У меня на сегодня все. Всем пока.